Привет, друзья! Сегодня я покажу вам, как с помощью полиэтиленового пакета написать эффектные горы. Я нарисовала небо. Я использовала для неба ультрамарин и немного карминовый, но вы можете использовать свои синие, которые вы уже привыкли, для написания неба. И теперь я вооружилась полиэтиленовым пакетом и рисую темные каменистые участки гор. Цвета, которые я для этого использую, это сиена жженая. Желательно, чтобы краски ваши были из тюбиков, чтобы они были густой консистенции. Также это могут быть синие оттенки ультрамарин, например, лунар блу, какие-то серые, серо-пейные, сепия, коричневые на ваше усмотрение. Немного я корректирую кистью, но это на ваше усмотрение. Итак, поехали дальше. Краску на полиэтиленовый пакет можно наносить кисточкой, можно просто макать в палитру сам пакет. Также иногда я пакет смачиваю в баночке с водой. В этот раз я не замачиваю лист ванны, как я делаю обычно, а рисую прямо на склейке. Склейка у меня от St. Cuthbert's Mill Sanders Waterford 300 грамм. Среднее зерно High White, выбеленное. Размер склейки у меня А4. Итак, продолжаем. Теперь я беру серый цвет, который у меня уже есть на палитре, то есть я смешиваю сиену жженую с ультрамарином, и получается такой примерно серый цвет. Где-то я добавляю больше ультрамарина, чтобы серый был похолоднее, где-то больше сиены натуральной, чтобы, соответственно, серый был потеплее. И такая у меня получается вариация тепло-холодного цвета. И покрываю сами горы, сам снег. Где-то оставляю белые непрокрасы, там, где самые светлые участки, где снег освещен солнцем. Где-то я полностью убираю белую бумагу, делая ее серой. Для этого я использую крупную китайскую каллиграфическую кисть. Если у вас нет китайской каллиграфической, можете использовать любую натуральную, довольно крупную белку, либо колонок. Желательно, чтобы кончик был тонким.
Далее я нарисую темную воду. Цвета, которые я использую, все те же: сиена жженая и ультрамарин. И перейду к написанию переднего плана теми же цветами. Я наклоню немного склейку и смочу верхнюю часть, пока еще не закрашенную, водой, чтобы вода стекала вниз, делая интересные подтеки. И далее я начну рисовать елочки.
Хочу затемнить некоторые части снега, сделать их чуть более темными и холодными. Теперь я вижу, что мои вершины снежные не загорелись, и я решила утемнить небо. То есть сделать его более ярким, более насыщенным, проложить еще один слой, чтобы наши горные вершины снежные выделялись и засветились.
Теперь с помощью длинного лайнера и гуаши я нарисую птичек и поставлю подпись. Надеюсь, мое видео было для вас полезно. Желаю всем творческих успехов и удачи. Пока-пока!